Итак, девочки, продолжаем. Я уже выбрала взяла города. В этом месяце мы красим вот такую иллюстрацию. Это у нас, не выговоришь, как она называется, Кельнский собор. Так, Кельн, Германия. Кёльн, не знаю, как правильно. В общем, вот такая вот illustration. И я ее раскрашиваю. В данном случае крашу Фабер-Кастель. Я вот эти вот более яркие все цвета, это фломастеры, вот эти с собачкой. А такие вот, видите, уже видно, прям более пастельные, я бы сказала, это Фабер-Кастель. У них такая вот, несмотря на то, что вроде бы и яркие, да, все цвета есть, и фиолетовые, и синие, но они как-то более как бы приближенные к пастельным, что ли, не такие, не сказать, что кричащие прям оттенки, что, конечно, нравится мне. Ну вот сейчас уже я что-то так разогналась, что, знаете, пошло, начала красить, разогналась и совсем забыла, что нужно. Я же хотела поснимать, показать, что я крашу. Ну, это на самом деле не страшно. Почему нет? Дабы не, так сказать, не занимать ваше время своей болтовней. Вот. Кому-то нравится, а кому-то все-таки не очень это все дело. Поэтому вот как-то так. Раскрашиваем потихоньку. Работа движется, что тоже не может не радовать. Достаточно шустренько так все это получается. Мне нравится результат. Ну, конечно, можно было бы более, может, поаккуратнее. Наверное, здесь на фон нужно было взять все-таки, как мне кажется, наверное... Так, да что ж такое, не могу выровнять. Не хочет выравниваться цвет. Фломастер подсох, пока болтала. Можно было, наверное, даже скорее, я бы сказала, нужно было взять все-таки, наверное, на вот именно эти участки, именно этот оттенок для неба, наверное, нужно было все-таки выбрать маркер. Вот, все никак не соображу, что сказать, да? Потому что площадь достаточно большая, может, маркером было бы более ровно покрытие такое. И шустрее это все дело. Я почему-то думала, что здесь будет, знаете, мне как-то до этого красила иллюстрацию, и там один квадратик синий, другой зеленый, третий красный, вот это туда-сюда чередуешь, да еще мелкие. И я почему-то думала, что здесь нечто наподобие будет. Не знаю, почему я так решила. И схватила фломастер не совсем по цвету, но мне так нравится. Вот, в общем-то. И я начала закрашивать, потом уже сообразила, что, наверное, нужно было все-таки взять маркер. Ну, ничего страшного, как бы это не проблема. На то они и фломастеры, что тут немножко неудобно, извиняюсь. Это я потом все подправлю, если что, не страшно. Мы с вами все это потом, если что, исправим. В общем, я сижу, крашу. Понравились мне, я уже как-то говорила, да, что, ну, напомню, вдруг кто-то не знает. Эти фломастеры с собачкой вполне себе имеют место быть. Очень неплохо рисуют, хорошо красят. Понятное дело, что немного просвечивают, но, опять же, видите, достаточно все прилично. Поэтому имеют место быть. Ну, опять же, здесь односторонняя иллюстрация. Уж не знаю, как будет в других раскрасках. Поэтому уж совсем, конечно, не буду разгоняться и говорить, что берите их в любую раскраску. Ну вот, в целом, если бумага достаточно плотная, то они
хорошо себя там ведут. Вот. Поэтому можно красить. Ложатся хорошо, цвета яркие. Бумагу здесь вообще не скатывали, хорошо ложились. Мне понравилось. Поэтому это я говорю про фломастеры вот эти с собачкой 18 оттенков. Фаберы, конечно, везде, в принципе, неплохо себя ведут. Они достаточно, вот видите, гладко, мягко. Единственное, они такие вот чем-то мне маркеры напоминают, немножко как плывут. За счет этого такие вот бумага как будто влажная. Что-то никак я не хотят. Не хочется мне в несколько слоев все это дело красить. Более темный, плотный получается цвет, а мне он темный не нужен. Вот здесь, здесь как бы посветлее надо. Видите, не получается выровнять. Ну ладно. Думаю, не критично. Я как-то так спокойно к этому отношусь. На то они, как я уже говорила, и фломастеры, чтобы вся эта белиберда происходила. Хочется, конечно, чтобы более красиво, более ровно, но, как говорится, никуда не денешься. Приходится терпеть какие-то нюансы. Ну, я думаю, это не страшно. Вот. Поэтому нормально. В общем, крашу. Буду красить, не буду ваше время сильно занимать, дабы не наболтать тут на 40 минут опять, если уже не наболтала. Так что да, буду докрашивать, заканчивать, ну а потом переходить к чему-то еще. Продолжаю свой хобби-влог, как я уже сказала, раскрасила в городах в цветовом квесте. Ну и теперь животные цветовой. Здесь у нас в этом месяце будет, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, то будет обезьянка. Вот такая вот обезьянка. Ой, прошу прощения. Надо свет, наверное, все-таки включать. Вот такая вот обезьянка. Буду красить, буду продолжать красить, скорее всего, фломастерами. Вот эти вот, что дарила Наташа на день рождения. Здесь 18 цветов. Не поверите, какая оказия. Я красила города. Потом решила, думаю, ну надо же в блокноте у себя сделать на них выкраску. И болтала в этот момент с Ирой. Говорю, ты представляешь, а черного-то нет. Все фломастеры есть, ну, все цвета, а черный не положили. Говорю, лучше бы какой-нибудь зеленый убрали, а черный положили, потому что, ну как, без черного никак. Оказывается, он был... Ира, он лежал в коробочке. Потеряла. Вот. Хорошие фломастеры, мне очень понравились. Так что, Наташа, огромное еще раз спасибо. Здесь они вполне себе прекрасно рисуют. Ну и, собственно говоря, я... Что? Как я уже сказала, здесь буду раскрашивать фломастерами. Скорее всего, это будут не все фломастеры, еще буду другие добавлять, потому что я так смотрю, здесь вот бежевый есть. Вам, надеюсь, видно. Что-то такое серо-зеленое. В общем, очень много оттенков. Здесь вот тоже, опять же, похоже бежевый, да, или очень светло-оранжевый. Но 3 зеленых. Здесь как раз 3, но, по-моему, они очень близко похожи друг к другу, не совсем подходящие для этих целей. Давайте посмотрим. Ну, один салатовый, в принципе, можно использовать. Здесь вот, или тот, наверное, первый вариант все-таки. А темно-зеленый даже не знаю.
Не настолько у меня. Ага, здесь еще и просто зеленый, да? Ну вот как раз он может быть зеленым. А очень темно-зеленый, ну, наверное, где-то из другого набора возьмем. Прошу прощения, там муж балуется. Так, ну ярко-оранжевый, здесь хороший оранжевый. Собственно говоря, в палитре, я думаю, подойдет. А здесь возьмем просто теплый желтый. Здесь есть еще один, он такой коралловый. Вот видите, но мне больше нравится первый вариант все-таки. Так что буду раскрашивать и посмотрим, что получится. Приступила я к раскрашиванию колортроника. Теперь здесь в этом месяце мы красим, собственно говоря, вот такого вот орла. Я надеюсь, вам видно. Что-то в последнее время с колортроником у меня как-то не складывается. Какая-то ерунда получается. Путаю как-то эти цвета. Ну, в общем, уже решила, как есть, красить. Даже не знаю, с чего тут начинать. Здесь вот есть 10 номер. Мне кажется, я их местами немного перепутала. Но хочу подобрать более темный цвет. Какой-нибудь такой вот винный. Уже тогда. И красить более темным. Взяла. Ага, видите, он уже все, умер. Крайолу. Кошмар какой-то с этими фломастерами, честно говоря. Ужасно жалко, а толку от них, к сожалению, ноль. Ну, не знаю, вот это не совсем то, что нужно. Это, наверное, более коричневый будет. Такого бордового теперь, к сожалению, нет. Да, это коричневый. Уже остатки Крайолы, как говорится. Но хочу поиспользовать, потому что если уехать в отпуск, то вообще, к слову, одно название останется от фломастеров. Вот, поэтому будем активно использовать именно эти фломастеры. Как-то было изначально в планах здесь все-таки по большей части маркерами. Здесь позволяет более-менее площадь разгуляться маркерами, потому что в цветовых квестах, допустим, тоненькие детальки не прокрашиваются маркером, тяжело, а здесь как раз. И хотелось маркеры поиспользовать, которых тоже уже набралось прилично. Но вот, к сожалению, не знаю, как быть. Что-то как-то не вяжется. Планируешь одно, получается совсем все по-другому. Ну, в принципе, это не критично, так, чтобы прям совсем уж расстраиваться. Но, тем не менее. Дальше. Что-то тут я не вижу. Я надеюсь, вам видно. Я камеру сегодня поставила на эту сторону, потому что немножко неудобно. Ну, я надеюсь, вам будет все-таки видно хоть что-то. Так, начать. Темноватый глаз получается, прям я бы сказала. Но четко, более-менее четко по цвету. То есть не скажу, что я прям сильно отошла от того, что предлагают в палитре. Мне кажется, все-таки похож оттенок максимально, насколько у меня есть из этой палитры краю, потому что это вот уже, как я сказала, остатки. Уже хочется их доиспользовать, потому что буквально через месяц отпуска начнутся, может раньше. Через месяц, говорю. Какой месяц? Уже июнь. Даже с ума сошла. Что-то я в последнее время путать их между собой все месяца начала. Не дождусь, наверное, этих пару недель до отпуска, чтобы
уже начала путать. Тороплюсь. Все тороплюсь. Непонятно куда. Так, сейчас я быстро доделаю. Здесь что как-то заходит за края. Ну, ничего страшного. Мы сейчас поправим. Немного поправим. Рассказывайте, очень интересно. Какие у вас планы на лето? Что планируете делать этим летом? Где побывать? Или, может, наоборот, решили этим летом дома остаться, что-то делать? Ну, я знаю, многие бывают ждут лета, чтобы там, допустим, я не знаю, ремонт сделать, еще что-то. Просто дома побыть, знаете, там у меня есть знакомые, которые постоянно в разъездах, командировках, еще что-то, ждет отпуска, чтобы не как все люди куда-то съездить, а наоборот побыть дома с семьей, на даче максимум, там в огороде, но никуда не ездить, потому что уже, ну, понятное дело, когда очень часто ездит человек, перелеты, поездки, большая часть жизни, когда на чемоданах, это тоже сложно. Так что да, бывают и такие моменты. Вот. Многих знаю, которые ждут вовсе не лето. Да что ж такое сегодня? Прям залажу за края. Многие ждут не лето, а наоборот там осень или весны, чтобы съездить в отпуск. Поэтому, да. Кому как удобно, кому как нравится. У меня вот тоже знакомые на море ездят именно исключительно по осени, когда уже, знаете, на пляже. Ну, ранняя осень, имеется в виду там сентябрь, конец августа, сентябрь, когда уже большая часть людей уезжает. Пляжи уже пустеют потихоньку, потому как дело идет к школе. Ну, и многие, понятное дело, вынуждены уже едут домой, уже не до пляжей. Надо готовиться к школам, институтам и так далее. Поэтому пляжи уже более такие поредевшие, пустые, поменьше народу, но погода шикарная, бархатный сезон, то есть такого уже солнца палящего нет. И вот у меня знакомые любят ездить именно в такие моменты в отпуск. Вот. Ну, а если не получается, то, конечно, ездят, как все, летом, но все равно именно на море старается ездить ближе к концу лета. Вот. Я не знаю, мы так часто были на море, что чуть ли не каждый отпуск, что я, например, с удовольствием бы не поехала. Проигнорировала бы море. Но вот муж настойчиво требует ехать на море. Я как бы так уже от него устала. Ну, интересно, уже каждый год одно и то же. Я люблю воду, но меня дико раздражает. Я не могу сидеть на одном месте. Вот. Муж психует, говорит, что тебя куда-то все время тащит, тянет, тащит. А я не могу на пляже сутками лежать, меня это дико раздражает, и я начинаю нервничать, психовать. Как вот девочки часами на пляже загорать я не умею. У меня, видимо, шило в одном месте и с детства так и не пропало из этого места. И поэтому, да, мне очень трудно усидеть на одном месте. Хотя при этом я могу часами красить, вышивать, что-то делать достаточно усидчиво так. Но вот именно лежать, ничего не делать, я с ума сойду. Поэтому, да. Наверное, поэтому, может, море мне уже поднадоело. Так, ну что, красим вот этого вот, как его называют-то? Ну,
Ну, орел, наверное. Орел, сыч. Кто он там еще может быть? В общем, что-то такое. Красим, продолжаем. Не нравится мне по цвету, что получается, но уже, как говорится, что будет, то будет. Сейчас докрашу его, потом, наверное, приступлю. По крайней мере, хотелось бы наверное, к кошкам. Наверное, нужно было с самого большого начать красить квесты, чтобы их отсюда со стола. Книги все достаточно такие объемные в размерах, большие, необъятные. И, конечно, неудобно здесь. Поэтому я, наверное, следующие будут именно коты, дабы поубирать лишние книги большие со стола. Так, ну что мы вот у нас с вами еще вот есть темно-бордовый. Не совсем это вот по палитре. Ну, будем красить. Вообще они вот еще и подобрали, смотрите, зеленые, они все в один практически. Тут, я бы сказала, это даже не зеленые, а мятные, тут еще и не голубые. В общем, все оттенки не то чтобы, не скажу прям, что один в один все прям, но тем не менее очень похоже, что, конечно, не радует. Вот. Поэтому да. В общем, вот так получается. Буду сейчас заканчивать и покажу уже потом следующий. Продолжаю наш влог. Вот такой получился орель. Орель. Не знаю, не скажу, что прям все печально, все плохо, но и не скажу, что здорово. Ну, во-первых, тут немножко с вот этой вот частью запуталась оттенков. Во-первых. Во-вторых, у меня голубой от Faber-Castell фломастер почему-то, вот видите, фактически перестал писать. Я так и не поняла. Фломастером от силы месяц, но вот не захотел. Поэтому, ну, как вышло, так вышло, собственно говоря. Дорисовала. Сейчас закончила я, получается, уже 3 книги. Города, животные, Colortronic. Их я уберу. И у нас останется дорисовать кошек. Здесь мы каждый месяц сырой красим, ну, по порядку. Вот. Соответственно, так. Соответственно, в этом месяце будет вот такой вот котик, котечка. Не знаю, хотелось бы в каких-то, может, серых тонах или что-то в этом роде его раскрасить, потому что, ну, у меня были в серых тонах кошки, что-то вот такое. Так, тут не серый, да? Сейчас я вам покажу. Вот еще такой серый. Были, в принципе, но хочется что-нибудь такое, знаете, прям совсем серенького. Но все время не хватает этих серых оттенков. И я, наверное, возьму свой большой набор Баоки маркеров. Как раз пора их поиспользовать. Ну и заодно попробую здесь ими еще пораскрашивать. Наверное, буду заканчивать свой такой небольшой хобби-влог с цветовыми. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Всем хорошего настроения. Началось лето, поэтому всем хороших летних эмоций, хороших летних деньков. Не скучать, загорать. Пишите, какие у вас планы на это лето. Будет интересно почитать. Ну и всем пока-пока.